Привет. Итак, я создам новый проект для этого дела. Назову мини-игра, например. Окей. Заходим в проект. Плюс. Создаю новый блок. В блоке новую сцену. Захожу в сцену. Кликаю на кнопку в правом нижнем углу. Добавляю фон. У меня здесь его еще нет, потому что это новый проект. Добавляю изображение. Это будет карта. Ну, так и назову. Карта. Перехода не будет. Сохранить. И самое интересное. Снова нажимаю на кнопку в правом нижнем углу. Листаю на вторую вкладку. Нажимаю вот на эту вот кнопку. Кликаю на появившуюся строчку «Создать новое». И появился вот такой вот прямоугольник красный. Передвигаем его на область, которая будет кликабельной. Например, первый это будет кораблик. Раскрываем настройки. Кликаю вот на этот вот треугольник. Здесь можно поменять параметры этого квадратика, точнее прямоугольника. Ну, в принципе, без разницы. Самое главное, что это кликабельная область, при нажатии на которую будет совершаться то или иное действие. Первый параметр – это ширина. Чем правее передвинуть, тем шире будет такая область. Сделаю примерно вот такой. Второй параметр – это высота. Чем правее передвинуть ползунок, тем выше будет кликабельная область. Пусть будет вот такой. Третий параметр устанавливает по горизонтали позицию вот этой вот кликабельной области. Чем правее подвинуть, тем, соответственно, правее будет находиться эта область. И последний параметр – это позиция кликабельной области по вертикали. Вот, поставлю сюда. Закрываю эти параметры. Создаю новую переменную. Переменная будет называться место. Потому что, допустим, при клике на ту или иную область игрок попадает в разные места. Равно единице. Соответственно, это первая кликабельная область. Добавить переменную. Добавить кликабельную область. И теперь при клике на вот эту строчку у нас появилась эта самая область. Кликаем на строчку. Теперь создадим новую область. Появляется новый прямоугольник. Например, поставлю его сюда. Меняю те же самые параметры. Переменную ту же ставлю, но здесь она равна 2. То есть это второе место по карте. Добавить переменную, добавить кликабельную область. Третье место создаю. Переменная 3 сразу поставлю. И, кстати, есть два способа перемещения вот этого вот прямоугольника. Можно просто пальцем зажать и перемещать его. А можно кликать на вот эти два параметра. На два последних параметра, соответственно. И последнее. Ну, сделаю последнюю кликабельную область. Это вот здесь. И чуть-чуть подвину. Готово. Добавить переменную, добавить кликабельную область. Вот они, 3 кликабельных области, которые были нами добавлены. Добавить действие. Готово. Теперь нужно сделать так, чтобы при клике все-таки что-то происходило. Снова нажимаю на кнопку в правом нижнем углу, листаю на вторую вкладку, добавить папку, папка 1, окей. Сразу же добавляю папку 2, окей, и папку 3, окей. В этих папках будут прописаны действия, которые будут совершаться при клике на ту или иную область. Первое. Ну, я сделаю просто надписи. Добавить текст. И просто будет описываться, на что же игрок нажал. Первый у нас это корабли. Пускай будет. Добавить. Назад. Вторая папка. Также добавить текст. Второе. Башня. Добавить. Назад. Третья папка. И, например, пираты. Добавить. Назад. Теперь кликаю на 3 точки рядом с папкой 1. Теперь на раздвоенную стрелку.
Добавляю переменную, которая была создана, и единицу. То есть это первое место. Добавить. Кликаю на любое место за пределами этого окошка. То есть что я сейчас сделала? Я установила, что если переменная равна единице, то есть если место первое, тогда будет показываться надпись «Корабли». Поскольку вот сейчас я захожу «Редактировать» в кликабельной области. Первое. Место равно единице, вот красным подсвечено, это корабли. Соответственно, если игрок кликнет на корабль, то будет высвечиваться надпись «Корабли». И так далее. Так, окей. Вторая папка, тоже кликаю на 3 точки рядом с ней. Удвоенная стрелка, точнее раздвоенная. Место равно 2. Добавить. Во второй папке у нас идет текст «Башня». Заходим в кликабельные области, редактировать. Вторая кликабельная область. Вот здесь место равно 2. И это как раз таки башня. Логика такая же. При клике на башню будет высвечиваться текст «Башня». Ну и третье то же самое. На 3 точки нажимаю. Раздвоенная стрелка. Переменная place равно 3. Это третье место, куда может игрок попасть. И это пираты. Ну или кладбище можно написать, не знаю. Пускай будут пираты. Снова кликаю на 3 точки рядом с кликабельными областями. Редактировать. Третье место. Вот здесь place равно 3. Как раз таки. Окей. Ну что, тестируем. Назад, назад, назад. Кликаю на 3 точки рядом с названием проекта. Play. Окей. Новая игра. И сразу же открывается карта. Кликаю куда угодно, ничего не меняется. Кликаю, например, на корабли. Пишет корабли. Все. Игра пошла по ветке корабли, и она заканчивается, соответственно. Теперь снова новая игра. Кликну на череп. Пираты. Все. Игра пошла по ветке пираты, и она заканчивается, потому что дальше ничего не прописано. Выход. Кстати говоря, перед картой можно какой-нибудь текст поставить. Chapter 1, сцена 1. Кликаю на кнопку в правом нижнем углу «Добавить текст». Ну и, например, чтобы игроку в лоб эта карта не прилетела, так скажем, и он не понял, что вообще делать, напишу, например: «Ого, здесь есть карта. Куда пойдем?» То есть эту карту можно не в начало игры добавить, а куда-нибудь там в середину, в конец и так далее. Добавить. Передвину наверх перед кликабельными областями. Вот сюда. И можно прямо даже перед фоном. Назад, назад, назад. Play. Новая игра. Кликаю. И открывается карта. Например, кликну на башню. Башня. И игра идет дальше. Ну а на этом все.